Кыргызстан. Страна, где горы занимают почти все пространство. Высота, каменные склоны, пронизывающий ветер. Здесь все говорит о том, что человек — лишь гость в царстве суровой природы. В этих хребтах живут редкие животные, а каждый маршрут превращается в испытание. И именно сюда, в самое сердце высокогорья, направляется трофейный охотник Денис Морозов. Бежали сильно, конечно. Считай, можно сказать, на ходу его стрелял. Там, где ветры уходят в открытое небо, среди каменных плато и ледяных склонов обитают одни из самых редких трофейных животных планеты – аргалий хьюма, аргалий тяньшанский и центрально-азиатский горный козел, которых Денис намерен добыть за одну охотничью экспедицию. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Манас города Бишкек. Температура в Бишкеке плюс 9 градусов по Цельсию. Добрый вечер. Забрались до Киргизии, слава богу. В белых рубашках в этот раз на охоту. Такого еще не было у нас. Я думаю, нужно вообще задать новый стиль охоты. В белой рубашке и в пиджаке прилетать на охоту. Такого еще никто не делал. Сейчас получаем оружие. И ребята говорят, давайте переночуем и на... Завтра утром, ну, как обычно, у нас вариантов нету. Мы сразу на базу, 10 часов в автомобиле, и, может быть, завтра начнем охотиться. До свидания, вам приятной охоты. Мы с вами еще увидимся. До свидания. Ни минуты покоя. Группа рассаживается по машинам и, проезжая сквозь ночной Бишкек, направляется в сторону Тяньшанского хребта. Столица Кыргызстана остается позади. Ее огни мерцают в темноте, как последний намек на цивилизацию. Дальше лишь горы, ветер и путь, который не прощает слабости. Сыкульская область, село Жетөгүз. Сейчас мы поднимаемся до точки прибытия. Примерно где-то 4 часа займет у нас времени. Утренняя остановка. Охотники въезжают в пограничную зону с Китаем. Территория строгого контроля. Прежде чем продолжить путь в горы, все обязаны отметиться у пограничников. Визу в США. Пожалуйста. Мы въезжаем в Житиагузский район, в один из самых живописных уголков Иссык-Куля. Здесь, за ярко-красными скалами Семи Быков, начинается другой мир. Мир сертов, высокогорных плато, где ветер свободен, а горизонт кажется бесконечным. Добрались в 8 утра. Сколько уже, да, 8 утра. Тяжковато ночь добираться, не спать. Пару часиков передохнем и начнем заниматься оружием, лошадками, может быть, в обед даже. Где-нибудь выскочим здесь поближе. Поохотиться. Обязательный ритуал перед трофейной охотой – приведение оружия к бою. После перелетов, переездов, смены климата и высоты над уровнем моря, как бы точно вы не пристреливали винтовку дома, в горах она всегда поведет себя иначе. Физику не отменить, а баллистика – наука, требующая безупречной точности. Первый патрон, ты знаешь, он разогревочный, он всегда сжигает масла, он никогда не полетит точный. Первый патрон вообще в воздух надо выстрелить. От него никакого понта нет. Вот это один, этот второй. 300 метров, в принципе, вот. Поехали на охоту. Кара-Сай. Суровая сертовая зона на высотах свыше 3000 метров.
Эта территория будто создана для настоящей горной охоты. Здесь редкие тропы теряются среди каменных волн, а хребты Тянь-Шаня поднимаются стеной, скрывая в своих складках диких баранов, козерогов и хищников. Высокогорье живет по своим правилам. Акклиматизация, резкие перепады погоды, тонкий воздух, холодные ветра и расстояния, которые обманывают глаз. Мы очень рады тому, что на этих территориях охота проходит в седле, на горных киргизских лошадях. О них мы расскажем чуть позже. Маленькие. 5 штук, оказывается. Там. Все маленькие не подходят. Дальше едем. Трофейная охота, а в особенности горная, это поиск не просто крупного животного, а трофейного самца, который уже вышел из репродуктивного возраста. В сезон гона такие самцы продолжают удерживать доминирование, отгоняя молодых самцов от самок и тем самым нарушая естественное обновление стада и будущий приплод. Поэтому выбор цели здесь не вопрос удачи, а вопрос ответственности. Завтра будет посложнее денек, когда пораньше будем выходить. На сегодня все. Немножко адаптация к лошадкам проходит. Объехали 3 склона, видели 2 группы, но все маленькие. Можно было бы дальше двигаться, но уже поздно было. Поэтому завтра подъем, я думаю, пораньше, в часов 6. И уходим в горы, пока не добудем, не вернемся. Утро второго дня. Мороз сковал воздух. Природа медленно выходит из ночной тишины. Доброе утро. Второй день в Киргизстане. Вчера был пробный день. Объехали, посмотрели. И сегодня чуть пораньше уже встали. Первые ночи в горах всегда даются тяжело. Солнышко, не холодно. Ветра нет, вчера ветер сильный был. Сейчас вьючим лошадей и на дальний кордон. Будем искать тяньшанского барана. И очень надеемся, что сегодня возьмем его. Все хорошо. По равнине двигаемся на дальний кордон. Уже часика, наверное, 1,5. Впереди просто много чабанов, я так понимаю. Животноводство сильно выдавливает дикого зверя. И зверь все дальше и дальше отходит. Получается, пастбища все больше и больше обрабатываются домашним скотом. И все тяжелее становится дикому зверю. Поэтому приходится уходить аж на дальний кордон. Там, ну, ничего не сделаешь здесь. Жизнь берет свое. Все-таки человек выдавливает сильно, давит на природу. Не видно. Видно? Да, вот, короче, они лег. По саю, по краю, по саю идем. И там вот где-то там большие черный камень, выйдем, посмотрим. Там где-то 150-200 метров будет. Назад пойдем. Да, подожди. Животные, по всей видимости, залегли в следующем распадке. Это редкая удача. Значит, к ним можно попробовать подойти на короткую дистанцию. Теперь главное сделать все предельно аккуратно. Тяньшанский архар. Его также называют тяньшанским аргали. Один из самых выносливых и осторожных обитателей высокогорий.
Большую часть года архар незаметен. Он растворяется в рельефе, сливаясь с камнем и высотой. Но осенью все меняется. Начинается гон. Самцы выходят из тени, вступают в поединки, и горы наполняются глухими ударами рогов. Крупный горный баран обладает мощным телосложением, длинными ногами и тяжелыми спиралевидными рогами. Близко, меньше 100 метров. 300 метров. 500. Сейчас осталось 525 метров. Попал. — 540. 540 или сколько? 125 вот это показал. Бежали сильно, конечно. Считай, можно сказать, на ходу его стрелял. Сколько метров? Даже не отбил. 520. Ну, 540 у меня было. Но я, 125 вот это. но я не отбил до конца. Я с выносом бил. Леваш, сядь. На 90. На 89-90. Метра нет. Добыли только что тяньшанского барана. Целый день за ним ходили. Не так много их стало. В том году в мае выпал большой снег 1,5-метровый. И 70% поголовья тяньшанского барана вымерло. Не смогло перебороть этот снег. От голода замерзли. В общем, баран погиб. Подошли к ним 80 метров. Группа из 5 баранов поднялась и ушла в гору. Уже стрелял на дистанции 525-540 метров. Четкий выстрел, лопатку. По месту баран у нас. Хорошая база, достойный трофей. Это 17-й баран по классификации ОВИС. Мы довольны и счастливы. Будем надеяться, что поголовье барана в этих местах восстановится. Мощный баран. Мощный прям. Красивый самец прям. Получается, вот так вот зима сурово поступает в природе. Вот сейчас 3 крупных самца. Вот. Сейчас мы на этой всей дороге было порядка 10, так это вот отрезок, я не знаю, там 30-40 метров. Около десятка крупных самцов. Вот такой бывает снег. Снег поджал их, и они уже никуда не могли двигаться. И погибли. Погибло очень большое поголовье. Яков погибло, не знаю, может сотни даже. Домашний скот вымер. Очень серьезный урон принес снег. Майский снег вообще прямо замуровал. Просто едешь, как будто по кладбищу едешь. Все, животных очень жалко. Но ничего, Господь управит, даст Бог, восстановится поголовье. Доброе утро. 3-й день в Киргизстане. Вчера был хороший день, добыли тяньшанского барана. Небольшого, но такой зачетный, заслуженный. Так, далеко стреляли, по месту, красиво все было. Сегодня у нас задача добыть козерога. И, в общем-то, надеемся сегодня и покинуть это прекрасное место. Переезжать будем на другую сторону за бараном Юми. Три у нас трофея. Один есть. Идем по графику. Может быть, даже чуть с опережением. Но сегодня надо по-любому будет отсюда выезжать. Добудем, не добудем козерога. Завтра уже надо будет охотиться на Хьюми. В общем, погода сумасшедшая. Все дни, конечно, волшебная погода. Солнышко, ветра нету. С утра легкий морозец. В общем, настроение шикарное.
Идем за козерогом. В горах Кыргызстана лошадь – это не просто средство передвижения. Это часть жизни, проверенная веками. Кыргызские горные лошади рождены и выращены в условиях, где слабые не выживают. Резкие перепады высот, морозы, каменистые тропы и долгие переходы без дорог. Эти лошади невысокие, коренастые и внешне кажутся простыми. Но за скромным обликом скрывается невероятная выносливость. Они уверенно идут по склонам, чувствуют камень под копытом и безошибочно выбирают путь там, где человек вынужден останавливаться. Проехали, наверное, часок-полтора. Поднялись на гору, увидели большую группу самок. Даже две группы. Одну поменьше, другую побольше. Но самцов нету. Самцов нету. Сейчас поднялись наверх. Решаем, куда дальше двинемся. Лошади немножко передохнут. И, наверное, уже по хребту пойдем туда. Посмотрим. Охотники замечают большую группу центральноазиатских козерогов. Ситуация складывается удачно. Теперь решают детали. Незаметно подойти, выбрать позицию и дождаться момента для выстрела. Побежали. Вот здесь барс стоит. Не, барс. Вот барс. Вот барс, видишь? Смотри. Вот барс. Барс, снежный барс стоит здесь. Бұлар дөңіп келе жатқан екен даламызда, ба? Повернулся. 200 метров. Нельзя стрелять, да? Нет, нельзя. Видели сейчас группу. Большую группу. 3 барса. Пасли. Стали по дорогу. Но не было достойного трофея. Сейчас чуть-чуть отъехали. Еще группу увидели. Вот сейчас ребята идут. Посмотрим. Может, будем подходить. Козел горный, центральноазиатский, имеет довольно большую популяцию в Кыргызстане. Капра сибирика. Крупный и крайне выносливый вид горного козла, идеально приспособленный к жизни в высокогорье. Эти козероги широко распространены по горным системам Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Казахстана. Обычное местонахождение козерога в Кыргызстане – это Тяньшань, Нарынская область, районы Иссык-Куля и высокогорье на границе с Китаем. Это один из самых массивных козлов в мире. Его вес достигает до 130 килограммов, а высота животного в холке достигает до 100 сантиметров. Рога длинные и саблевидные. Для него скалы – это дом. Карнизы, сыпуха, отвесные стены – там, где человек теряет равновесие, козерог чувствует себя уверенно. Егерь был прав. В соседнем распадке оказалась еще одна группа ничего не подозревающих козерогов. Стреляю. Убежали козероги. Будем искать. Не может быть. Это настоящее везение.
скале, который там внизу еще 3 пасутся. Который на скале, правильно? Он самый большой. Да. 3 внизу пасится, 1 лежит. Правильно? Да. Есть. Все, закончили. Здесь точно закончили. Добыли только что козерога. Очень много козерога здесь. Прям за каждой горой, можно сказать, козерог. Если снег ворона немножко подвыбил, то козерогу вообще ничего. Видно, что очень большое поголовье, очень много маленьких, очень мало детенышей. Но таких трофейных не так уж много. Сегодня видели, не знаю сколько, сотен самок, самцов видели. По одному стреляли, ну, по-видимому, промазали. Ну, может быть, и хорошо, что промазали. И вот за скалкой мы нашли, наверное, самый крупный из всех, которые мы видели за все дни. Стреляли 400 метров. Четкое попадание, он здесь так и остался на скалке. Шикарный трофей. 1,10 м рога. Такой хороший самец. В общем, программу здесь в Тянь-Шане выполнили. Сейчас быстренько его обдираем, мясо забираем, лошадей вьючим и на базу. Сегодня же будем переезжать за Хьюми. Поэтому будет вся ночь в дороге, тяжелый день будет. Задача сейчас максимально быстро управиться и двинуться дальше. Спасибо, ребята. Все выдохнули. Казалось, на этом все и закончилось. Группа спокойно возвращается в базовый лагерь, собирает вещи и выдвигается на охоту в другой регион. Но у нашего проводника были другие планы. Он решил немного сократить путь. Из-за осадков уровень воды в реке поднялся, и проводник не учел этого. Вот так стихия в горах в один момент рушит все планы. Речка красивая, голубая, но глубокая. Оставался один поворот, и наш дом был так близок. Короче говоря, не перешли, проводник наш промок, по пояс провалился, лошадь поплыла. Все, что проделали, теперь возвращаемся, поднимаемся на гору и через горы проходим. Я так предполагаю, еще плюс 2 часа. Мама мия. К вечеру температура начала резко падать. Егерь промок насквозь. А в горах это смертельно опасно. Денис отдал свои запасные штаны, кто-то нашел носки, перчатки, как говорится, с миру по нитке. Закончили охоту на козерога и тяньшанского барана. Конечно, обратная дорога нам выдалась капитально. У нас главный егерь утонул, весь промок, и нам пришлось там лишние 2 часа по горам. Возвращались уже в полной темноте. Смотришь, не то что руки лошадь не видно, на ком едешь. Как они едут, непонятно. И мы в таком вот состоянии 3 часа по горам. В общем, слава богу, выбрались в гор. Сейчас быстренько собираем вещи и в ночь переезжаем. То есть, не знаю, сколько часов, наверное, 12-15 будет переезд. И утром приедем, уже даст Бог, за Аргария Хьюми. И снова в путь. Едва успев отдохнуть после тяжелого охотничьего дня, группа выдвигается в Нарын. Нарын – это сердце высокогорного Кыргызстана, самый холодный и один из самых суровых регионов страны. Здесь горы не просто фон, они определяют ритм жизни, характер людей и цену каждому дню. Большая часть Нарынской области лежит на высотах свыше 2500 метров.
Зимы здесь длинные и жесткие, морозы легко опускаются ниже 30 градусов, а лето короткое и обманчиво мягкое. Ветер, простор и тишина – постоянные спутники этих мест. Перебрались мы на новое место охоты. Вчера закончили в 11 ночи. Выехали, получается, сколько там, почти 12-13 часов были в дороге. Перебрались в долину Аксай, ближайший город Нарын. Кардинально меняется погода. Вчера у нас там было солнышко, в майках можно было ходить, сюда приехали. Снег идет, здесь чуть повыше. Там лагерь базировался на 3000, здесь уже 3500. Задача у нас максимально быстро добыть рогали Хьюми. Ребята были на разведке, видели группу из там 4 или 5 крупных баранов. Поэтому сейчас задача быстро завтрак. Лошадей ребята вьючат, седлают и отправляемся. Это моя? А? Какую хочешь. Не без разницы. Все, собрались. Выезжаем. Погода, конечно, неважнецкая. Видимость плохая, но может чуть распогодится. Солнышко пробивается. Будем пробовать. Ищем барана, ребята смотрят. Мне кажется, такой чисто на фарт. Снег идет, горы подсыпало, ветерок есть, я думаю, зверь лежит, не будет двигаться. Это чисто вот если повезет, увидеть или не увидеть. А так, я думаю, погода не охотничья. Дома сидеть тоже не вариант. Солнышко пробивается, надеюсь, завтра уже будет хорошая погода. Завтра уже будем. Может, и сегодня повезет, кто знает. Я думаю, лежит, погода плохая. Да. Сейчас хорошо видно. Но снег поддавило, тоже плюс есть, чуть-чуть ниже его спустит. Да. А где видели? Здесь видели, да, 4 дня назад? Да, вот здесь они были, вот здесь. Лежали. Вон тут лежат 4 барана. Что, домой? Да. Погода плохая. Да, погода плохая. А завтра мы опять сюда же приедем, в эту сторону, если солнце будет? Или в другую? Там больше барана? Больше, да? Закончился первый день, или можно сказать полдня охоты на Хьюми барана, но что-то не очень успешно. Снег, погода, дождь. Непонятно, что происходит, облачность. Обещают по прогнозу завтра хорошую погоду и пойдем в другую сторону, где там горят ребята побольше барана. Ну, вся надежда на завтра. Потому что сегодня такой день, можно сказать, прикаточный. Посмотрели немножко другие горы, немножко другие рельефы. То есть, как оно говорится, все горы все одинаково красивые. Фух, отдыхаем, завтра в бой. Чай, да? Да, спасибо. Налил, значит, будем пить. Доброе утро. Второй день охоты на рогале Хьюми. Уже не знаю, какой сегодня день по счету.
5-6 общей охоты в Киргизии. Вчера была отвратительная погода, снег, ветер, туман, не видно было ничего. Хотели сегодня пораньше проснуться. Проснулись пораньше. Что-то ребята нерасторопные. Выезжаем чуть позже, чем планировали. Идем одной группой. Там уже будем смотреть. Но я так понимаю, что не сильно много баран в этих окружностях. Он переходной здесь. Они говорят, что в ноябре больше сюда приходят. А сейчас рановато для него здесь. Но у нас варианта нету. Барана ищем. Очень с верой в то, что найдем его. Говорится, по коням. Мало барана в этой местности. Очень мало. Поэтому вообще сейчас вопрос. Дай бог, чтобы получилось что-нибудь добыть. Потому что смотрю, у егерей оптимизма чувства не очень много. Они прям, не, мало, нет у нас барана. Почему мы приехали сюда, непонятно. Ну ладно. Горы есть, значит и баран должен быть. Ага, смотри, как они лежат. Нашли следы и по следам группу самок. Наверное, около 10 самок. Ну, это насколько мы смогли рассмотреть. Расстояние большое, 2-3 километра до них. Через бинокль не видно, а через фотоаппарат, через большое увеличение было видно, что самки и самцы сейчас раздельными группами ходят, поэтому, скорее всего, вся группа, там, может быть, не всех видим за горой, но, скорее всего, вся группа самки. Но справа видно еще один склеп, там небольшая группа, 2-3, может быть. Ну, скорее всего, бараны, самки такими мелкими группами не ходят, поэтому сейчас ребята с той стороны заходят, посмотрим стон, и будем принимать решение, как мы будем двигаться оттуда, отсюда, и обсматривать поляну эту. Ну, и хорошие новости, и не очень. Сезон гона только начинается, а это значит, что самцы держатся где-то поблизости, внимательно контролируя территорию и группу самок. У охотников появляется хороший шанс, но забывать нельзя. Аргалих Юма – один из самых осторожных и чутких баранов. Отличающийся мощным телосложением и сравнительно компактными, но очень массивными рогами. В отличие от тянь-шаньского архара, его рога менее вытянуты в длину, зато шире у основания и выглядят особенно тяжелыми. Вес барана в среднем составляет 140-180 килограммов. Основной ареал – Аргалих Юма, центральный и восточный Тянь-Шань в Кыргызстане и отдельные районы Западного Китая, где он предпочитает высокогорные плато, широкие долины, сухие продуваемые ветром участки и большие высоты. Там, где мало укрытий, но при этом отличный обзор. Это идеальные условия для осторожного животного. Аргалих Юма – один из самых сложных трофеев Центральной Азии, эталон умной, высокогорной охоты, где решают не калибр и дальность выстрела, а разведка, правильный подход. Егерь заметил трофейных баранов. Дистанция выстрела 500 метров. Ближе сможем подойти? Да, конечно, можно. Если можем, пойдем. Если нет, будем так стрелять. Давай сейчас. Наверху поднимаемся. Давай. Есть возможность пройти по распадку между группами самок и трофейными самцами незаметно и максимально близко. Очень близко уже. 3 барана крупных.
охотники принимают непростое решение – стрелять одновременно. Раз, два, три. Я промазал, получается. Любой бей. Я же сказал, догнал своего. Четко. Фух, домучили мы крайнего трофея в Киргизии. Взяли сейчас хорошего трофейного аргали Хьюми. Фух, очень тяжело что-то дался, эмоционально. Крайний трофей всегда эмоционально тяжело дается. Потому что время уже ограничено, времени нету, все остается уже совсем подрезку. И понимаешь, что успел, не успел, придется все равно возвращаться. А возвращаться с охоты без трофея, конечно, это самая, наверное, печальная история для каждого охотника. Но у нас, слава богу, все получилось. Закрыли мы Киргизию, Тяньшанского, Аргаля, Козерога и Аргали Хьюми. Да, сегодня и погода хорошая, вчера приехали снег, облачно, сегодня шикарная погода, солнышко. Была большая группа самок, еще были группы самцов, но вот это была самая крупная группа. Достаточно так комфортно подошли. В общем, эмоциональное истощение, когда доходишь до пикового момента эмоций, и уже радость приходит в состояние умиротворения, когда внешне не можешь проявить ни одной эмоции, а внутренне происходит эпогей охотничий. Слава богу, Хьюми у нас, шикарный баран, шикарная погода, сумасшедшая страна, супер. Спасибо организаторам, спасибо всем.